Привет, меня зовут Сергей. И сегодня у нас с вами не совсем обычный урок. Мы сегодня будем не плести из резинок, а создавать из резинок все же вот такую подделку в виде мячика или шарика-попрыгунчика. Решил я сделать этот урок лишь по одной причине, потому что и на ютубе в комментариях, и ВКонтакте меня и в личных сообщениях спрашивали: Сергей, а есть ли у тебя урок по созданию мячика-попрыгунчика? Почему-то в последнее время ребята захотели вот такие попрыгунчики делать. И мне постоянно приходилось отвечать, что такого урока у меня нет. Но, чтобы каждый раз это не отвечать, я решил все-таки такой урок сделать. Поэтому для тех, кто еще не знает, как создать такой мячик-попрыгунчик, этот урок будет полезен. Ну, а для тех, кто уже такой мячик создал, я думаю, тоже, может быть, ради интереса посмотрите. Ну что, поехали! В этом уроке я вам не скажу: приготовьте ваш станок или приготовьте ваш крючок, а я скажу: приготовьте ваш ватный диск. Как бы странно и смешно это ни звучало. Если у вас нет ватного диска, то возьмите просто кусочек ваты, а если и ваты в доме не нашлось, то просто кусочек бумажки. Возьмите, и вот что мы сейчас будем делать. Вата, кстати, более предпочтительна в том плане, что резинки с нее не будут соскакивать, когда мы будем их накручивать и набирать объем нашего шарика. Я ватный диск складываю следующим образом. Сначала вот так 1/3 складываю, затем вторую часть складываю и еще раз складываю. Раз и два. И у меня получилась такая фигурка в виде кружочка, или даже больше какой-то кубик напоминает. Но еще мы вот можем вот так его скрутить, помять, чтобы больше было похоже на круг. Если просто кусочек ватки, то сожмите его в кружок. И то же самое касается и бумаги. Просто скомкайте и вот в такой шарик попробуйте скатать. Дальше возьмем резинку того цвета, который мы будем использовать для создания, мне хочется сказать, для плетения. Но здесь, конечно, не плетение, а просто создание шарика-попрыгунчика. Я буду использовать синий цвет, вы можете использовать любой другой, а также можно использовать вообще смешанные цвета из каких-то оставшихся или ненужных резинок. Делаем следующее. Накидываем резинку один раз на этот кусочек ватки, потом, если позволяет эластичность вашей резинки, накидываем еще раз, и я накину третий раз. Дальше возьмем еще одну резинку и накинем ее уже поперек. Тоже можно 3 оборота, если есть такая возможность в плане эластичности резинок. Если нет такой возможности, то сделайте просто 2 оборотика. Дальше берем еще одну резинку и уже стараемся на те места накидывать, на которые мы еще не накидывали. Я делаю 3 оборота, потому что у меня резинки хорошо тянутся и никаких затруднений пока у меня с этим не возникает. Чем больше оборотов вы будете резинки накидывать, тем ваш шарик готовый получится более упругим и, соответственно, будет выше и лучше прыгать, отскакивать от каких-то твердых поверхностей. Если же вы будете накидывать резинки в 2 оборота или в 1 оборот, у вас шарик тоже получится, но он будет у вас не очень хорошо отскакивать, как если бы, например, мы накидывали резинки в 2-3 оборота. И причем не только в самом начале, но и в середине, и в конце плетения тоже я бы рекомендовал вам как можно больше оборотов накручивать. Ну вот, мы накручиваем резинки и таким образом постепенно будем набирать нужную длину шарика, которую мы хотим. Еще хотелось бы заметить, что создание такого шарика-попрыгунчика — это не очень быстрое дело. Вам, наверное, понадобится минут 20, чтобы, или даже полчаса, чтобы сделать шарик какого-нибудь такого большого объема, где-нибудь 4-5 сантиметров в диаметре.
Итак, посмотрите, уже до какой величины шарика я дошел. И сейчас я накидываю уже резинки не в 2 оборота, а просто в 1 оборот. Ну, хотя, в общем-то, уже мой шарик готов. И давайте его попробуем испытать. Я его кидаю на поверхность. Он, в принципе, отпрыгивает. Но если со всей силы кинуть, то он может отпрыгнуть и высоко. Ну, вот такая игрушка для вашего кота получилась. Или для вашей собачки, или просто для себя. А также отличный способ применить резинки, которые у вас остались лишние или которые вам просто уже не нужны. Например, если такие резинки у вас есть. Я надеюсь, что этот урок вам понравился, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши отзывы по этому видео. До новых встреч, пока!